Всем здравствуйте, меня зовут Александр Алексеевич, я профессиональный пенсионер. Я катался на велосипеде, на автомобиле. У меня есть автомобиль, я на нем езжу, перевожу необходимые грузы. Для удобства езды по городу я приобрел себе мотоцикл Лифан, Мотард. По городу, конечно, лучше на мотоцикле. Он занимает меньше места, у него лучше разгонная динамика, у него больше удельная мощность, чем у автомобиля. Если у Deo Matiz 44 лошадиных силы на тонну, то у мотоцикла мощностью 14 лошадиных сил 56 лошадиных сил на тонну. А это очень хорошо чувствуется при езде, при уходе с перекрестков, при перестроении. Меня всегда очень интересовали одноколесный транспорт. Еще со времен, когда я читал журнал «Техника молодежи», «Моделист-конструктор», как они держатся, как они ездят. И вот я прочитал в интернете, увидел, практически случайно, что есть такое моноколесо. Наиболее приемлемым для себя вариантом я нашел магазин «Емаг». Приехал, поинтересовался, мне объяснили, как оно держится, за счет чего, как управляется. Но я, в принципе, был готов к принятию такой информации, даже более сложной. Мне в Ямаге предложили пройти обучение под руководством Игоря Сущенко, поскольку он очень продвинутый инструктор. Я увидел, услышал, что это такое, я не отказался, я стал заниматься. Как? На это у меня ушло где-то час 15, 20. Первое ощущение немножко непривычно, что вот нет руля, нет тормозов, но держится. То, что это очень удобно, это я понял сразу, потому что оно компактное, оно легкое, оно мощное. После занятий я решил, что мне моноколесо надо для хозяйственных поездок, для поездок по магазинам, на стоянку, к моей автомототехнике. Да и вообще навестить друзей, знакомых. Оно же не занимает места, не надо искать место для стоянки. Первую модель я взял Kingston 16S. Это 1200 ватт, мощности 35 км в час скорость. И проехал я на ней 4 где-то, может быть, даже 1500 километров. За год, наверное, да. Но там был небольшой недостаток. Немножко косая ручка на Кингсонге, она затрудняет прислонение колеса к прилавку в магазине. А так хорошая, компактная, легкая, 17 килограмм. Но в горку меня тянуло слабо. Я решил, что надо что-то помощнее. Помощнее это InMotion V10 или V10F. В Ямаге есть такая услуга, что берут старое колесо в зачет нового. Так что доплачивать мне пришлось относительно немного. Я взял InMotion V10F. Почему 10F? Потому что у него больше запас хода, чем у V10. При той же мощности и остальных характеристиках. А запас хода для города это, во всяком случае для меня, это важный показатель. Езжу я на нем где-то с полгода, может чуть больше. Проехал порядка 3, может быть даже 1500. Суммарный пробег у меня составил
порядка 7, может быть, 7-200 тысяч километров. На мотоцикле за 2 года я наездил порядка 3500 километров. Такие колеса, как InMotion V10, 10F, это очень хорошие хозяйственные колеса. Они, во-первых, легкие, 20,5 килограмм весит InMotion V10, 10F. Безо всякого труда можно поднять на любую лестницу, на любой этаж, без лифта. Пускают с колесом в любой магазин. Для того, чтобы ездить по хозяйству в магазин, можно, конечно, использовать сумки, которые несешь в 2 руках. Но это неудобно и при боковом ветре сдувает с дороги. Поэтому я использую 60-литровый рюкзак. Он небольшой, в него много покупок можно положить. Работал я инженером-конструктором на Минском тракторном заводе. В те времена моноколес еще не было. Ездил я туда на общественном транспорте. От дома до завода у меня на дорогу уходило 40 минут. Сейчас я езжу в Совет ветеранов тракторного завода на колесе. На дорогу у меня уходит 25 минут, а то и 20. С друзьями с работы, они такие же профессиональные пенсионеры, как и я, мы встречаемся редко, но, в общем, реагируют положительно. Для езды на моноколесе очень желательно применять защиту, потому что, какой бы опытный ты ни был, где-то какой-то момент может возникнуть, что эта защита понадобится. Использую в качестве защиты наколенники, налокотники, перчатки. Это главные защитные элементы. Они работают редко, но бывает. Когда я посещаю там магазины, поликлиники, тот же самый Совет ветеранов, чтобы не смущать народ видом, имиджем утка-робота, я ношу его защиту под одеждой. Здесь есть недостаток. При падении одежда рвется. Шлем, он, конечно, полезная вещь. Но для этого нужен шлем кроссовый или эндуро, или интеграл. Самое главное в шлеме после головы – это защитная подбородочная дуга, поскольку падаешь вперед, а эта дуга защитит. Могу привести такой пример, когда мне защита очень даже понадобилась. Едем мы как-то моноколесной командой, колонной, под руководством Игоря. В газоне я вижу, сидит красивый черный кот. Увидел, хорошо, сидит, никому не мешает. Так я его хотел рассмотреть, повернул голову. А при езде на колесе, так же, как и на велосипеде, на мотоцикле, самое главное – принцип: куда смотрю, туда и еду. Здесь поскольку я опытный райдер, я колесо поставил прямо, параллельно бордюру, голову повернул. Результат не заставил себя ждать. Я оказался на земле. Защита отработала четко. Я понял, какой бы ас ты ни был, веди колесо так, как будто ты новичок. Не выпендривайся. Возраст для моноколесника
Это не преграда, он вообще никакого значения не имеет. Мне 66 лет, пешком хожу, а этого достаточно, чтобы встать на моноколесо и ехать. Поскольку я использую колесо в хозяйственных целях, ну тут как получается по дневному пробегу? Не успел встать, уже 20 километров проехал. То есть в день у меня получается километров 30, может быть даже 40. Запас еще остается. Оно не опаснее велосипеда. С велосипеда тоже падают. Так что не бойтесь, становитесь на моноколесо. Так что берите все пример с меня. Меня зовут Александр Алексеевич, мне 66 лет, я профессиональный пенсионер.